Столько красивых женщин реально не видел больше нигде. Ну что, господа, долго я не мог подступиться к этой теме, но вот наконец пришло мое время посетить Москву, где до этого бывал лишь единожды, буквально мельком в 2007 году. Поэтому можно утверждать, что мое осознанное знакомство с этим городом состоялось именно сейчас. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Ехать я решил на автобусе маршрутом, идущим из Риги через Псков. Там, в Обскове, я планировал задержаться на ночлег и следующим вечером сесть на поезд, который прибывает в Москву, на Ленинградский вокзал около 7 утра. По пути из Риги в Псков границу с Россией мы пересекали со стороны Эстонии. И там, во время ожидания на таможне, я разговорился с одним из пассажиров нашего автобуса, чернокожим парнем в спортивном костюме. Товарищ оказался с юмором, рассказал о себе, не без гордости показал свой стартап в сфере информационных технологий, который позволяет ему безбедно жить, и поиронизировал над тем, как контрастирует его внешний вид и внутреннее содержание. С виду, говорит, рэпер Травакур, а тут на тебе успешный бизнесмен, который еще и сам разработал продаваемый цифровой продукт. Ехал он в Санкт-Петербург к своей второй по счету русской жене. В Обскове я, кстати, немного задержался, поэтому полный день на небольшой осмотр города у меня там был. Однако сейчас, пытаясь собрать воедино свои впечатления о минувших днях, я чувствую, что о Пскове они получились весьма скомканными. Отмечу лишь, что гуляя по этому городу, я пытался ответить себе на вопрос, смог бы я здесь жить? И к однозначному ответу я так и не пришел. Ну и, пожалуй, расскажу, что со мной приключилось во время посадки на поезд. Буквально анекдотическая ситуация, которая, впрочем, очень наглядно демонстрирует, какие стереотипы могут сложиться в сознании человека на основе опыта взаимодействия с окружающим миром. А произошло вот что. В билете было указано, что мой вагон 7-й. Я же изначально оказался у 17-го вагона и двинулся в сторону головы поезда, проходя мимо 16 и 15 вагонов. Примерно в этот момент я стал сомневаться, туда ли я иду, так как в моем сознании сквозила стойкая уверенность, что там дальше не может быть 7-го вагона. И я стал перебирать в голове варианты, а вдруг там хаотичная нумерация, а не пойти ли в обратную сторону. Представляете весь абсурд ситуации? А все потому, что в моей голове просто не укладывалось, что в составе может быть так много вагонов. Ведь в поезде их максимум 5. Такую установку диктовал мой опыт поездок в наших местных латвийских электричках. А других пассажирских поездов у нас, извините, нет. И вот на этом моменте я хотел бы остановиться. Да, он является замечательной иллюстрацией несопоставимости масштабов тех явлений, которые в моем дальнейшем повествовании мне так или иначе придется сравнивать. Придется сравнивать Латвию и Россию, Ригу и Москву. Потому что иначе я не могу, моя картина реальности выстроена именно таким образом. И я опираюсь исключительно на тот опыт, который у меня есть. Будут, конечно, сравнения и с другими городами, но это все лишь для того, чтобы наиболее точно передать мои ощущения. Ощущения, в первую очередь, рижанина. Так вот, разумеется, кто-то скажет, как можно сравнивать несравнимое, ту же Ригу и Москву, а кто-то даже снисходительно при этом ухмыльнется. Однако, скажу вам сразу, никакого комплекса сельского пастуха, приехавшего в мегаполис, у меня, разумеется, нет. Все мои соображения будут представлены вашему вниманию, по возможности спокойно и взвешенно. Прибыв рано утром на Ленинградский вокзал, я вызвал Яндекс.Такси через приложение и за вполне умеренную плату доехал до своего жилья, которое располагалось в самом центре Москвы на расстоянии 1 километра от Красной площади. Что собой представляло это жилье? Должен сказать, что в этот раз я не заморачивался и буквально ткнул пальцем в самый дешевый хостел из тех, что попались мне в поле зрения после беглого поиска в сети. Единственным моим критерием в данном выборе было расположение жилья в историческом центре города. Дешевизна предполагала наличие у тебя соседей по комнате и кухне, что в свою очередь подразумевало некоторую
некоторую социализацию. А это, знаете ли, полезно, если учесть, что в Москве у меня никого нет, а повидаться с подписчиком, который любезно согласился меня встретить еще в начале лета, я по некоторым своим соображениям не решился. Хотя сразу скажу, что и с москвичами, и с гостями столицы поговорить мне все же удалось. В общем, разложив свои вещи и немного отоспавшись с дороги, я пошел на свою первую прогулку по городу. И что, вы думаете, мне сразу попалось на глаза? Женщина с пластикой губ. Прямо вот первый образ прохожего. Причем сделана эта пластика была даже, я бы сказал, неплохо. Хотя я в этом не вижу ничего привлекательного, если честно. Дальнейший опыт показал, что в Москве таких дам много. И далеко не у всех это выглядело, с моей точки зрения, столь эстетично. Опять же, забегая немного вперед, скажу следующее относительно москвичек. И с губами это не связано. Меня действительно впечатлило большое количество по-настоящему красивых женщин в этом городе. Это было одно из самых сильных впечатлений о Москве в целом. Про другие посещенные мной города подобного сказать не могу. Москва в этом смысле ярко выделяется. Столько красивых женщин реально не видел больше нигде. Теперь по поводу московского смога, который меня дико поразил в далеком 2007 году. Явление это было, видимо, последствием лесных пожаров. Так вот, смога никакого нет. Воздух в городе вполне приемлемого качества. Я бы даже сказал чистый. Что же касается чистоты в целом, то тут тоже все хорошо. Сильно лучше, чем в Лондоне и Париже. Пожалуй, даже чуть лучше, чем в Риге. Для объективности, в Белоруссии и небольших городках Латвии все-таки чище. Ну и коль скоро я вам рассказываю о своих первых впечатлениях, то вот вам еще парочка для полного комплекта. Поскольку я всегда пользуюсь картами с GPS во время своих путешествий, то я не мог не обратить внимания на то, как на территории Москвы этот самый GPS конкретно глючит. И происходит это, судя по всему, из-за работающих средств радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, которые, как известно, на территорию города залетали и даже наносили повреждения некоторым зданиям. Ну и еще одно характерное наблюдение, о котором я не могу не упомянуть. Это необычная жара в отапливаемых помещениях. Причем кое-где даже чрезмерная, как по мне. В то время как в так называемом цивилизованном мире принято жить в холоде и на сквозняках, россияне, понимаешь, с жиру бесятся. Ну что тут сказать, могу только еще раз повторить свою коронную фразу. Хорошо быть страной бензоколонкой. Что ж, о первых моих впечатлениях мы поговорили. Теперь давайте подробнее обсудим феномен города Москва, каким его вижу лично я. А что вообще собой представляет Москва? Давайте не будем заглядывать в Википедию, а попробуем помыслить вне рамок формального подхода к ответу на данный вопрос. В конце концов, этот город никак не отнесешь к разряду заурядных. Думаю, вряд ли кто-то возьмется это оспаривать. Да и как может быть заурядным городом столица государства, которое является активным игроком высшей лиги на мировой политической арене и претендует на звание ни много ни мало носителя цивилизационной идентичности? Бог с ней с политикой, а вот о цивилизационной идентичности я бы немного поговорил, так как это важно. Наверняка ведь многие из вас слышали словосочетание «русский мир». Полагаю, смысл его должен быть интуитивно понятен для обычного здравомыслящего русского человека. Но все же я поясню. Русский мир представляет собой единое цивилизационное пространство, базирующееся на общности языка, культуры и исторической памяти. Это пространство охватывает как, собственно, Россию во всем многообразии ее народов, так и русскоязычные общины за ее пределами. Поэтому понятие это, очевидно, выходит за рамки государственных границ, подразумевая преемственность традиций имперской и советской эпох. Как будто бы все понятно и с русским языком, и с исторической памятью. А что же с культурой? Конечно, явление это необъятное, и здесь можно говорить о чем угодно, от русской литературы до православия. И это тоже, конечно, очень важно. Однако для меня центральным стволовым элементом русского культурного кода является связка таких понятий, как правда и справедливость. Именно на этой связке строится все многообразие проявлений цивилизационного пространства русского мира. В частности, те идеи, которые им транслируются на глобальном
нормальном общечеловеческом уровне. Я сейчас говорю, например, о совершенно уникальной идее построения справедливого социального государства, воплощавшейся в СССР, или о концепции многополярного мира, которую планомерно продвигает современная Россия на внешнеполитическом контуре. И вот представьте, Москва является пульсирующим сердцем этого необъятного пространства народов, земель, переплетения культур, разнообразных идей от малых до грандиозных, способных изменить наш мир. Но как так получилось? Почему именно Москва? Знаете, я думаю, тут не надо далеко ходить. Ответ прост. География решает. Москва располагается примерно в центре восточноевропейской равнины, на пересечении исторически сложившихся торговых путей. А еще в таком месте, до которого внешним врагам не так просто добраться, чисто исходя из расстояний. Таким образом, с середины XIII века Москва становится центром самостоятельного удельного княжества. И с той поры начинается восхождение этого города к величию, расцвету и славе. XIV столетие знаменует собой важнейший рубеж восхождения Москвы к статусу столицы единого русского государства. Уже в самом начале этого столетия в Москву из Владимира перемещается резиденция митрополита всея Руси, что придает городу сакральное значение. А ближе к концу века великий князь Дмитрий Иванович Донской переносит сюда столицу северо-восточной Руси. Затем наступает 15 столетие, и Москва становится центром объединения русских княжеств. Процесс этот завершается при Иване III, когда происходит окончательное закрепление статуса Москвы как столицы единого русского государства. События эти протекают на фоне свержения монголо-татарского ига, которое, надо заметить, не прошло бесследно для жизненного уклада на Руси, оказав значительное влияние как на культуру, так и на политико-экономические институты. В частности, сформировав устойчивую традицию централизованной власти, основанной на силе и авторитете правителя. Собственно, с тех пор и поныне Москва является культурным, экономическим и религиозным центром России и являлась таковым даже в период с 1712 по 1918 годы, когда столицей Российской империи формально являлся город Санкт-Петербург. Друзья, если вам близко или интересно то, чем я занимаюсь, то предлагаю вам рассмотреть возможность подписаться на мой канал, нажать на колокольчик и так далее. Не буду вас убеждать в том, что вам без этого не прожить, но для меня это важно. Делая добро, вы можете рассчитывать на то, что оно к вам вернется. Конечно, памятники архитектуры, всем нам визуально знакомые исторические объекты, городские были и легенды. Все это создает неповторимый колорит столицы и, надо сказать, производит весьма сильное впечатление. Я сейчас говорю конкретно о себе. Расскажу вам обо всем, и как я увидел Москву в общем, и по конкретным объектам пройдемся, и о многом другом мы с вами тоже поговорим. Помните, о чем я говорил чуть ранее? Русский мир подразумевает преемственность традиций имперской и советской эпох. Так вот, Москва, если подходить к этому вопросу формально, столицей Российской империи не являлась, мы уже об этом говорили. Ей, собственно, являлся Санкт-Петербург. И в нем-то как раз этой имперскости хватает. Она там спокойная, степенная и вовсе не такая помпезная, как, например, в Лондоне. В Москве же имперский дух тоже, несомненно, имеется, куда же без него. Но выражен он главным образом средствами советской эстетики. Конечно, вопрос о том, является ли СССР империей, представляет собой предмет дискуссии и может быть рассмотрен с разных точек зрения. Но я тут руководствуюсь не столько научными аргументами, сколько своими собственными ощущениями. И они мне подсказывают, что имперский дух Москвы почти в полной мере является порождением советского периода, порождением причудливым, загадочным, как зиккураты древнего Шумера. Да, собственно, таковым, каковым и являлось государство, когда-то носившее название СССР. И в этом смысле даже на Красной площади единственным элементом имперскости для меня выступает тот самый, всем хорошо известный мавзолей Ленина, созданный в архитектурной стилистике, характерной для традиции культовых сооружений древней Месопотамии. И все.
Остальное, хоть убей, вызывает совершенно другие эмоции. Кремль выглядит самобытно, интересно, где-то даже грандиозно, пусть так. Но от него не исходит имперских флюидов. Храм Василия Блаженного, если честно, то когда я попытался действительно рассмотреть данный объект, отбросив вот это пресловутое ощущение открыточной знакомости, то у меня от удивления отвисла челюсть, и в голове настойчиво зазвучал вопрос: а что это вообще такое? Да и в целом вся Красная площадь производит очень странное и неоднозначное впечатление. И если не знать предыстории, а просто посмотреть на визуальные образы египетских пирамид и Красной площади, то я бы сказал, что инопланетяне построили скорее ее, чем пирамиды. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке, знаете ли. В остальном же, если абстрагироваться от открыточных образов Москвы, то имперского духа там вдоволь, вы уж мне поверьте, как стороннему наблюдателю с незамутненным взором. И на ВДНХ, и в образах сталинских высоток, и в парке Горького, и даже в странном здании Российской академии наук. И знаете, пожалуй, на этом я подведу черту с данной непростой темой, потому что рассуждать о ней можно долго, а нам еще в целом есть о чем поговорить. Москва – огромный город, и этим многое сказано. Если быть точным, то самый крупный мегаполис Европы. И из этого проистекает множество следствий. В частности, вряд ли можно применить к этому городу характеристику «уютный» или «спокойный». Даже сидя в каком-нибудь парке на скамейке, все равно будешь ощущать флюиды мегаполиса. И от этого никуда не деться. Это, знаете, как плавать в неглубоком бассейне или на поверхности океана, где под тобой толща воды в 5 километров. Вроде технически одно и то же, а ощущения сильно разнятся. Океан своей глубиной завораживает, а кого-то и пугает. Также и мегаполис в отношении тех, кто не является его постоянными жителями. И поверьте, я понимаю людей, кто лишний раз не хочет спускаться в московское метро. Пусть это даже и самый удобный вид транспорта. Нет, я еще не дошел до той степени усталости от давления техногенной среды. Я метрополитеном пользовался регулярно и достаточно спокойно, даже с интересом. Также пользовался и наземным общественным транспортом, и тоже регулярно. Для этого приобрел электронный билет «Тройка» и был приятно удивлен ценами на проезд, которые примерно в 3 раза ниже, чем в Риге для наземного транспорта. Про подземный могу сказать, что в сравнении это вообще копейки. Так что перемещаться по Москве достаточно удобно и недорого. Стоимость услуг Яндекс.Такси тоже порадовала. Цены разумные, но, конечно, не такие чудесные, как в белорусских городах, где на такси проехать дешевле, чем в рижском троллейбусе. Вообще транспорт в Москве хороший и очень разный. Встречаются как транспортные средства попроще, так и ультрасовременные. Ходит все с завидной регулярностью, поэтому сильной толкучки я не заметил даже в час пик. Ездил также и на электросамокатах. Что хочу сказать, в Москве, в отличие от Риги, их нельзя бросать где попало. Для самокатов существуют отдельные стоянки, и в этом есть как свои плюсы, так и минусы. Но, по крайней мере, порядок соблюдается. Еще обычно я рассказываю о своих впечатлениях пешехода от взаимодействия с водителями в том или ином городе. Так вот, про Москву в этой связи мне даже сказать нечего. Дорожная инфраструктура спланирована таким образом, что с машинами ты практически не сталкиваешься. Они где-то там живут своей жизнью, а ты своей, следуя подземными переходами или на зеленый свет светофора. Несмотря на масштабы и огромные потоки людей, городская среда не выглядит опасной. Либо я просто не бывал в соответствующих местах. Хотя и замкад меня тоже заносило, но про это чуть позже. Люди ведут себя довольно расслабленно. Например, я наблюдал, как мужчина, сидя в кофейне, вышел наружу для ответа на телефонный звонок и совершенно спокойно оставил внутри свой компьютер без присмотра. Да и гуляя по улицам, практически не встречаешь ни нищих, ни попрошаек, как будто ты находишься в Минске. Опять же, оговорюсь, может, я не там ходил, но бывал я много где и в разных частях города, включая Замкадье. В общем, не хочу повторяться, но кто мои предыдущие видео не смотрел, знаете, что в крупных городах Западной Европы нищих и попрошаек на улицах значительно больше, чем в Москве, в разы. Теперь давайте-ка я вам расскажу про некоторые посещенные мной замечательные городские объекты, о которых хотел бы отдельно упомянуть.
В один из дней своего пребывания в Москве культурную программу я решил начать с посещения Музея космонавтики. Мне было действительно интересно посмотреть на все эти чудесные творения инженерного гения советских конструкторов. Ведь по сути вся история первых шагов освоения космоса написана именно ими. Позвольте перечислить некоторые знаковые события. Первый искусственный спутник Земли. Первый облет Луны. Первый искусственный объект, достигший поверхности Луны. Первая фотография обратной стороны Луны. Первый полет человека в космос. Первый многоместный корабль «Восход-2». Первый выход человека в открытый космос. Первая мягкая посадка на поверхности Луны. Первый искусственный спутник Луны. Первый космический аппарат, который успешно отправил на Луну роботизированное транспортное средство для исследования лунной поверхности. Первая орбитальная станция. Первая многомодульная орбитальная станция. И даже первая женщина-космонавт. В общем, есть о чем вспомнить и на что посмотреть. Однако, знаете, самое яркое впечатление в этом музее на меня произвели две вещи. Во-первых, это то, как выглядели эти легендарные советские космические аппараты. При том, что это был некий предел технологий того времени, моему неискушенному взгляду они предстали в виде довольно забавных конструкций, внешний вид которых словно сошел с иллюстраций к советской научной фантастике, а то и напоминал что-то из поделок автомехаников-любителей из подручных материалов. А ведь на этом еще кто-то летал в космос. И, кстати, не только люди, но и собаки. И это второе, о чем я хотел упомянуть. Один из, пожалуй, самых запоминающихся экспонатов данного музея, особенно для детей, это Белка и Стрелка, те самые знаменитые четвероногие герои космоса, совершившие по-настоящему первый космический полет на советском корабле «Спутник-5» 19 августа 1960 года. В музее представлены оригинальные чучела этих собак-космонавтов. После посещения музея космонавтики я направился на ВДНХ. Ходил там достаточно долго и довольно бессистемно, так как с историей создания данного комплекса я не был знаком и, что где располагается, тоже не знал. Что могу сказать в целом? Ловишь себя на мысли, что перенесся во времени в СССР или в современный Минск. Здания, выполненные в сталинском стиле с использованием монументальных форм и высоких колонн, производят впечатление грандиозных храмовых построек. А то, что находится внутри них, своего рода реликвии или предметы культа той идеологии, что воспета в произведениях советского искусства и достижениях советской науки. Вместо библейских сцен – сцены покорения космоса, вместо большого распятия – памятник рабочий и колхозница. Вероятно, в эпоху расцвета СССР люди, гуляющие среди этих красот, могли испытывать примерно похожие чувства, что и западноевропейские христиане позднего Средневековья, посещавшие величественный храм в столице своего государства. Прогуливаясь по территории, я обнаружил бывший павильон «Латвия», в котором сейчас располагается Музей городского хозяйства Москвы. Надо сказать, что концепция ВДНХ менялась на протяжении его существования, причем даже до развала СССР. Павильоны, посвященные отдельным республикам, становились павильонами наук или отраслей народного хозяйства. Тем не менее, мне удалось обнаружить и ныне действующие павильоны Республики Беларусь, Киргизии, Армении и Азербайджана. Полагаю, выборка эта возникла не просто так.
Единственным зданием на ВДНХ, по которому я основательно погулял, был павильон «Космос и машиностроение». Концепция его тоже менялась в разные периоды истории СССР и новой России, от выставки сельскохозяйственной техники до космоса и авиации, пройдя даже через такие этапы, как площадка для рейв-фестиваля в 1991 году и последующее его использование в качестве павильона для торговли в лихие 90-е. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда, и к 2018 году зданию вернули исторический облик. Помимо прочего, свое место под куполом заняла люстра-звезда, точная копия кремлевской звезды, воссозданная по сохранившимся чертежам. Сейчас под крышей этого здания, которое, кстати, само является шедевром архитектуры, собрано немалое количество редких архивных документов, фото и видеоматериалов, а также весьма любопытных образцов техники, в том числе и легендарные космические аппараты. В этой связи я бы даже сказал, что в Москве есть целых 2 музея космонавтики. Кстати, там же на ВДНХ проходила выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона», но я решил, что с меня уже и так хватит впечатлений, и на нее не польстился. Зато ходил на выставку сокровищ Алмазного фонда Российской Федерации в Оружейной палате Кремля. Правда, там снимать на камеру мне не разрешили. Впечатления от нее, конечно, специфические, учитывая то, что я не являюсь ценителем эстетики ювелирных украшений. Тем не менее, рассмотреть вблизи такое количество редких драгоценных камней было любопытно, но не более того. Сама же оружейная палата Кремля мне показалась более интересной. Там среди множества экспонатов мое внимание сразу привлекли знакомые очертания ключей, которые, конечно же, оказались ключами от Риги. Наверное, многие рижане примерно в курсе того, что знаменитое прорубание окна в Европу Петром I – это есть не что иное, как присоединение ряда земель, в том числе территории современной Эстонии и части Латвии, включающей Ригу. Произошло это по факту подписания Ништадтского мира 10 сентября 1721 года. Именно тогда завершилась Северная русско-шведская война, в результате которой Швеция потерпела сокрушительное поражение. В том же году Петр I принял титул императора, ознаменовав начало имперского периода в истории российского государства. Что же касается самого факта взятия Риги русскими войсками, то эти события произошли несколько раньше, в 1710 году, после осады города, длившейся 232 дня. В результате переговоров с рижской немецкой аристократией удалось выйти на компромиссное решение вопроса. Командующий русской армией Борис Петрович Шереметьев пообещал восстановить все административно-экономические привилегии немцев в Прибалтике, после чего городской гарнизон капитулировал на почетных условиях, и Шереметьеву торжественно вручили те самые ключи от Риги, которые я и обнаружил в оружейной палате Московского Кремля. Взятие столь важного города стало поистине грандиозным успехом русской армии. Сам Петр впоследствии писал Шереметьеву, что захват Риги по своему значению он приравнивает к победе под Полтавой. Ну и раз уж речь зашла о военной истории, то не могу не упомянуть о своем посещении Поклонной горы и расположенного на ней Парка Победы, а также одноименного музея. В отличие от Музея истории Великой Отечественной войны в Минске, он не содержит такого невероятного количества военной техники. Однако в Московском музее создана поистине удивительная атмосфера, способная буквально переместить тебя во времени и пространстве. Туда, где разворачивались драматические события Великой Отечественной войны, сделать тебя чуть ли не их участником. Музей этот, как мне показалось, не пользуется в городе большой популярностью, но при этом дарит неожиданные ощущения и оставляет наполненное плавным потоком мыслей послевкусие.
О еде в Москве скажу буквально самую малость. С питанием в столице дела обстоят примерно как в Санкт-Петербурге. Правда, с некоторым отличием. Как мне показалось, в Москве еще большее разнообразие заведений общепита, и еду они предлагают очень разную. Было и так, что мне не совсем понравилось то, что я съел. Поэтому в какой-то момент я уже перестал пробовать малоизвестные блюда и перешел на питание из супермаркета с готовой едой Spar. Он мне еще с питерской поездки пришелся по душе. Ну и кое-что еще покупал в сети Вкусвилл. Тоже хороший магазин с готовыми блюдами. Вообще в Москве в плане доступной еды в целом все очень даже хорошо. И те, кто к этому хорошо привык и принимает его как само собой разумеющееся, могут и не знать, что не везде в мире можно так просто поесть в городе нормальной еды по умеренным ценам. Даже в странах Европы не всегда это возможно, не говоря уже за остальной мир. Кстати, у нас в Риге цены на продукты питания будут повыше, чем в Москве. Пожалуй, ситуацию с едой в столице хорошо охарактеризует история о том, как я поужинал в одной пиццерии. А было это бог знает где, куда меня занесло во время хаотичных блужданий по городу. И в округе это было, похоже, единственное работающее заведение. Должен сказать, что есть там мне не очень хотелось, пиццу я считаю не лучшей едой, но решил все же зайти за неимением альтернатив. Говорю мужчине за кассой: у вас тут один фастфуд, смотрю. Отчего же, отвечает, есть борщ отличный, только он не будет сильно горячий, если теплый устраивает, то могу налить. И что вы думаете, борщ действительно оказался отличным. Товарищ ничуть не соврал. Знаю ли я хоть одно заведение быстрого питания в Риге, где можно поесть нормального борща? Не уверен. Ага, и про добрый кола вам расскажу. Нашел я этот напиток с намерением попробовать, разумеется. Прямого сравнения с оригинальной Кока-Колой я не проводил, но, попробовав добрый, могу сказать, что вроде он ничем не отличается от Коки. Только вот разница в цене у них трехкратная. Выглядит это, если честно, как анекдот. Для себя я эту ситуацию могу описать примерно следующим образом. Добрый – это так называемая кола здорового человека. А оригинальная Кока – это что-то для любителей молекул свободы. Такие ведь тоже в России есть. Ну что, про Красную площадь и ВДНХ я вам как будто бы рассказал, но это довольно популярные места, не так ли? А я ведь ходил не только по популярным местам. Один из архитектурных объектов, которые мне также было любопытно увидеть собственными глазами, наверняка многим из вас знаком. Его фотография периодически всплывала в русскоязычной благосфере. Это так называемый круглый дом. Но вообще этих круглых домов в Москве 2. Я же посетил тот, что расположен по адресу улица Довженко, дом 6. И знаете, если на фото с высоты этот объект выглядит весьма любопытно, то вот вблизи производит примерно то же впечатление, что обычные квадратные девятиэтажки. А все потому, что и снаружи, и внутри кольца его обступают деревья, которые просто закрывают собой весь вид. Во дворе этого дома вместо ожидаемого мной ощущения пустой арены и тысячи окон, обращенных в твою сторону, идиллия тихого дворика, скамейки, газоны, детские площадки и да, много-много деревьев. Пожалуй, так оно даже лучше, подумал я и двинулся на автобусе в сторону Воробьевых гор. Слышал, что с этой обзорной площадки открывается хороший вид на центр Москвы. Что ж, действительно, вид не подкачал, и место это, как оказалось, самое что ни на есть туристическое. Туда постоянно прибывали экскурсионные автобусы с новыми и новыми людьми, многие из которых доставали свои мобильные телефоны и делали фото и видеозарисовки. Там же недалеко располагалось здание Московского государственного университета, самое крупное из 7 сталинских высоток Москвы. Здание это сдано в эксплуатацию в 1953 году и является одной из наиболее важных архитектурных доминантов столицы. Оно обладает симметрией относительно центральной башни, по бокам от которой расположены 18-этажные крылья. На них можно наблюдать внушительного размера часы, термометр и, представьте, даже барометр. Здание МГУ стоит на возвышенности и, что неудивительно, на нем оборудовано несколько смотровых площадок. Я надеялся посетить какую-нибудь из них, но задача оказалась нетривиальной. Двери центрального корпуса были заперты, и открыты ли вообще обзорные площадки для посещения, для меня так и осталось загадкой. Кстати, в Риге тоже есть одна так называемая сталинская высотка – здание Латвийской академии наук, которая на данный момент, насколько мне известно, к науке отношения не имеет, а является офисным центром.
Говоря о высотных зданиях Москвы, следует упомянуть также и об Останкинской телебашне. Это главная высотка России, при этом построена она еще в незапамятном 1967 году. В прошлый раз, когда я посещал Москву 16 лет назад, это здание еще не успели привести в порядок после случившегося на нем в 2000 году пожара. Так что попасть на самую высокую на тот момент обзорную площадку в городе мне не удалось. В этот же раз я подумал, что все-таки оставлю посещение Останкинской телебашни на будущее, так как уверен, что в Москву я еще вернусь, и хотелось бы верить, что не через 16 лет, а поскорее. Что же касается других обзорных площадок, связанных с высотными сооружениями столицы, то тут просто невозможно не включить в мой рассказ объект, который замечательно виден из многих точек города, как днем, так и ночью. Представить себе современную Москву без этого района, где располагается деловой центр, уже, пожалуй, не получится. Хотя возведены эти здания в 21 веке, то есть буквально недавно. Понятно, что место это вызывает споры, впрочем, как и любое подобное городское нововведение. Возможно, не все знают, но самый фотографируемый архитектурный объект мира и бесспорный символ Парижа, Эйфелева башня, поначалу не то, что вызывало энтузиазм у парижан, а просто бесило большую часть населения этого города. А потом ничего, как-то пообвыклись. В случае же с Москва-Сити мы имеем дело даже не столько с привнесением в городскую среду чего-то принципиально нового, что можно счесть чужеродным, сколько с прямой калькой с образа хорошо нам известных небоскребов Нью-Йорка. И пусть это в первую очередь демонстрация возможностей, символ престижа, могущества, технологического прогресса, однако никуда не деться от ощущения, которым были пронизаны пресловутые 90-е годы прошлого столетия, когда, собственно, и зародился проект создания этого делового центра. О каком ощущении я говорю? Хотим, как в Америке, вот о каком. И все это прекрасно помнят, кто застал те времена, будучи в сознательном возрасте. Однако не хочу, чтобы вы подумали, что мне не нравятся эти московские небоскребы. Как раз наоборот. Нравятся. Я вообще люблю высокие сооружения. И наверняка они приносят пользу городу и своим владельцам. Ведь и на том месте постоянно строится что-то новое, и по всей Москве также возводятся высотные здания. Знаете, даже, наверное, не буду вступать в полемику по поводу возможности переименования Москва-Сити в какой-нибудь Москваград на русский манер, потому что здесь мы непременно придем к непростой дискуссии, построенной на том, что современный русский язык, да и вся культура в целом, находится под сильнейшим влиянием глобальной англо-американской культуры. И это, если хотите, следствие поражения в холодной войне и просто факт, который нам придется принять, так как факты, как известно, вещь упрямая. Поэтому бог с вами, хотите Москва-Сити, пусть будет Москва-Сити. Главное, что это красиво. Прогуливаясь среди московских небоскребов, я решил подняться на открытую смотровую площадку с романтичным названием «Выше только любовь», расположенную на высоте 354 метра на крыше южной башни комплекса «Ока». С точки зрения безопасности там, конечно, все сделано хорошо, однако не могу сказать, что эти решетки позволяют полноценно насладиться открывающимися видами, а тем более сфотографироваться на фоне великолепной панорамы. Пожалуй, это не лучшая смотровая площадка города Москва, так что гостям столицы к обязательному посещению я бы ее не рекомендовал. Возможно, лучше сходить на закрытую смотровую площадку «Панорама 360» высотой 327 метров, расположенную на башне «Федерация Восток». Она лишь немногим ниже самой высокой, но если в ней моют окна, то предполагаю, что там будет поинтереснее, чем на той, что посетил я. А что же москвичи? Ведь эти люди сформировали столичную городскую среду, а может и она сформировала их.
В любом случае, этот процесс всегда обоюдный, и портрет типичного горожанина является одной из самых важных характеристик для описания феномена города как такового. Но давайте сразу оговоримся, что словосочетание «портрет типичного горожанина» я беру в кавычки, потому что конкретно для Москвы характерно большое разнообразие так называемых типичных представителей городского населения. И все они настолько отличаются, что привести их к некому общему знаменателю просто не представляется возможным. Однако не подумайте, что я веду к тому, что в Москве чрезвычайно много представителей народов Средней Азии и прочих людей, отличной от русской культуры. Как раз таки это вопрос дискуссионный, много их или нет. Надо сказать, что для мегаполиса это вообще нормальное явление, а тем более для столицы государства, объединявшего или объединяющего тем или иным образом множество народов. Да, Москва с давних пор была и является цивилизационным центром, притягивающим самых разных людей и по нации, и по вере, главным образом, конечно, из своего региона влияния. Едут они туда за открывающимися возможностями, в основном материальными, но вместе с тем некоторых манит и сама атмосфера большой столицы, возможность быть в эпицентре важных событий, считать себя причастным к этому грандиозному явлению под названием Москва, о котором знает каждый маломальски образованный человек в любом уголке земного шара. Мне эти вещи довелось прочувствовать на себе, так что говорю исключительно на основании личного опыта. Будучи сильно моложе, я вполне всерьез полагал, что мне очень нужно уехать в Лондон. Причем именно за этим, что я вам описал. Реальность, конечно, оказалась такой, что ничуть не соответствовала ожиданиям, но это уже отдельная история. Поэтому московских понаехавших я понимаю. Где-то даже сочувствую, но что поделать, такова жизнь. Встречал их и в своем хостеле, с некоторыми общался. Кто-то едет из ближнего зарубежья, кто-то из других уголков России. От просто молодых искателей приключений до вполне зрелых с хорошим образованием, но вынужденных спать на двухъярусных нарах, терпеть пятничные попойки соседей на общей кухне и просматривать объявления о любой работе, на которую способен физически и морально. В общем, знаете, если вам интересно мое стороннее мнение на тему многонациональной Москвы, скажу, что этот город, несмотря ни на что, мне показался на удивление русским. Я ожидал другого расклада. Но тут нужно понимать, что в целом мультикультурализм для московского мегаполиса совершенно нормален. Более того, я его воспринимаю достаточно позитивно. Кто-то скажет, что приезжие создают в городе криминогенную обстановку. Однако статистические данные об этом вовсе не свидетельствуют. Скажем, если почитать отчет Генеральной прокуратуры РФ «Состояние преступности в России», в частности раздел «Сведения об уровне преступности на 100 тысяч населения», то выяснится, что в Москве все вовсе не так плохо с криминалом, как некоторые думают. Например, по уровню краж, грабежей и разбоев Москвы даже близко нет среди антилидеров по России. Что же касается краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище, то тут вообще все просто замечательно. Российская столица уступает лишь 3 самым безопасным в этом отношении регионам – Ингушетии, Чечне и Дагестану. И то уступает не сильно. Единственный вид преступлений, по которому Москва в антилидерах среди регионов России – это мошенничество. Так что, если хотите попасться на удочку интеллектуалов криминального мира в Москве, это пожалуйста. Хотя, вспоминая Париж, где жулики самых разных мастей пристают к тебе по несколько раз на день, понимаешь, что Москва там и рядом не стояла. А вот получить по голове в темном переулке или стать жертвой кражи – это к российской столице относится в меньшей степени. Все-таки в этом смысле город достаточно безопасный. В общем, гипотеза о том, что понаехавшие гастарбайтеры создают в городе криминогенную обстановку, как будто бы не подтверждается. Тут бы впору сказать «да здравствует прекрасный мультикультурализм и дружба народов», но я догадываюсь, что на самом деле все не так просто. Местный бизнес в погоне за длинным рублем привлекает в Москву дешевую рабочую силу. А эта дешевая рабочая сила – живые люди, часто находящиеся в состоянии, близком к отчаянию. Потому что вряд ли они всю жизнь мечтали о том, чтобы жить и работать на чужбине, мягко говоря, в далеко не самых комфортных условиях. И что в головах у этих людей, какие рамки морали в отношении чужого для них общества и городской среды они видят адекватными для того состояния, в котором пребывают – большой вопрос. Впрочем, рассматривать фактор культурного разнообразия Москвы исключительно в качестве источника проблем на почве межэтнической напряженности – подход, я считаю, однозначно неверный. Можно отметить чисто бытовые плюсы мультикультурализма навскидку: доступ к более разнообразным товарам и услугам, возможность вживую пообщаться с представителями разных народов, даже просто посещать рестораны этнической кухни. Но на самом деле следует понимать, что основная позитивная роль данного явления – это совсем не про возможность поесть шаурму
мы на улице. Культурное разнообразие – это свежая кровь, свежие идеи, это катализатор инновационных процессов. В конце концов, это то, что способствует прогрессу, который, кстати, в Москве заметен невооруженным взглядом. Поэтому это вовсе не абстрактные плюсы, поверьте, оно именно так и работает. А еще кто знает, может быть именно из-за того, что столица России является этаким плавильным котлом наций, в этом городе живет такое огромное количество красивых женщин. Правда, у меня есть и другая версия, но лучше я промолчу. Что еще сказать о москвичах? Мой товарищ из Риги, который несколько лет прожил в Москве, в одном из разговоров сказал следующее. Москва – сильный город. Говорили мы о возможностях, которые предоставляет столица, и о том, что спрашивает она тоже немало. В Москве тебе будет не просто кого-то удивить своими способностями. В каждой сфере там найдутся профессионалы высочайшего уровня и чрезвычайно талантливые люди. Они туда стягиваются со всей России и не только. В целом же, если погулять по улицам столицы и повзаимодействовать с ее жителями, то выяснится следующее. Во-первых, что касается расхожего представления о россиянах как о суровых типах, это все точно не про Москву. Уж по крайней мере люди там не такие мрачные, как в Риге, даже под холодным осенним дождем. Во-вторых, москвичи, кто бы мог подумать, слушают русскую музыку. Не то чтобы исключительно русскую, но в достаточно неожиданной пропорции с иностранной. Это приятно. И в-третьих, и в Москве, и в остальных городах России, где мне довелось бывать, люди в основной своей массе мне встречались весьма культурные. Я не нахваливаю, действительно так и есть. В Москве я бы даже сказал подчеркнуто культурные. И если вы меня спросите, где люди культурнее, в Москве или в Санкт-Петербурге, то я вам честно отвечу – не знаю. Однако оговорюсь, возможно, не во всей Москве, а тем более в области все именно так, как я описывал. Впрочем, давайте сосредоточимся на Москве и москвичах. Я ведь еще не все про них рассказал. Баловался я как-то с нейросетью, генерирующей изображения. Сделал серию из 4 изображений по запросу «Рижский поэт» и такую же по запросу «Московский поэт». После чего предложил людям угадать, где собственно какой. Можете поставить видео на паузу и тоже попробовать. Так вот, проблем эта задача не вызвала. Одна приятельница сразу обратила внимание на, как она сказала, специфическую московскую надменность в образах справа. И в общем угадала. Хочу ли я сказать, что все москвичи ходят, задрав нос от чувства собственной важности? Нет. Более того, насколько я заметил, стараются держаться нарочито просто. Вот только некоторые именно что стараются. Но это, заметьте, только некоторые. В них-то как раз, кстати, и улавливается этот московский дух, та самая субстанция, что формируется в совершенно особом социокультурном пространстве большой столицы. Что и неудивительно, коль скоро этот город вбирает в себя предельное проявление всего многообразия аспектов русского мира. Причем в концентрированном виде. Но это дело такое, не уникальное. Что-то подобное
подобное я встречал и среди некоторых британцев, например. Когда человек держится вежливо, подчеркнуто доброжелательно, но скрыть свою ауру превосходства над всеми остальными, при том, что очень хочет и искренне хочет, ему не удается. Так что, наверное, я вас не удивлю, если скажу, что и среди жителей Москвы встречаются такие вот весьма непростые ребята. Носители загадочного и еле уловимого московского духа. Возможно, те самые, кого нарисовала нейросеть. Что ж, не могу сказать, что 5 дней в Москве пролетели для меня незаметно. Заметно, и еще как. Все-таки мои путешествия – это особый жанр, даже странный в какой-то степени. И если честно, то ни отдохнуть, ни даже получить в полной мере эстетическое наслаждение в них у меня не получается. Зато непременно удается прожить небольшую историю и приобрести богатую пищу для размышлений. А еще соприкоснуться с магией места и времени, где пребываешь, через цепочку неслучайных случайностей и картинок той киноленты, в которой режиссер доверил тебе играть важную роль, но не дал прочитать сценарий. Одной из таких картинок для меня стал знакомый с детства образ, о котором не знает ни один турист из дальнего зарубежья, но, пожалуй, хорошо известный на большей части постсоветского пространства. Знаком он мне был еще с тех незапамятных времен, когда я, будучи ребенком, жил у бабушки на Украине и иногда выполнял функцию пульта от телевизора, переключая каналы при помощи плоскогубцев. Тогда в 80-е мои украинские родственники на досуге играли в шахматы, крутили кубик Рубика, читали журнал «Наука и жизнь» и, как и многие другие, смотрели по телевизору всеми любимую передачу «Что, где, когда». Мне почему-то очень захотелось повидать то место, где, начиная с 1990 года, проходят съемки баталий между телезрителями и знатоками, и я направился на прогулку в парк Горького, в нескучный сад к тому самому охотничьему домику. Вплотную к нему приблизиться мне не удалось, осталось довольствоваться видом из-за ограды. А вот и он, господа, легендарный домик телеклуба «Что, где, когда». Наконец-то я его нашел. На том можно было бы и закончить мой рассказ, но вышло так, что Москва решила меня задержать еще на один денек сверх запланированного. Опоздал на самолет, и мой билет в один конец на рейс Москва-Дели пришлось покупать заново для вылета на следующий день. А это, знаете ли, целая эпопея, если рублей у тебя нет, а иностранная банковская карточка в России не работает. Выбравшись вечером из аэропорта в несколько растрепанном состоянии, я направился в ближайшую ночлежку для дальнобойщиков. Там все стандартно: двухъярусные нары, чистое белье, случайные соседи по комнате. Одним из них оказался такой же опоздавший на рейс мужчина чукотской внешности. Он весело матерился и искрометно рассказывал мне о своих мытарствах в аэропорту, где пытался найти возможность переночевать. Поведал, что нашел некий капсульный отель с ценой 900 рублей. Правда, при более детальном рассмотрении цена оказалась указанной за час. В общем, так он и очутился в одном со мной хостеле. Поиронизировал на тему, нет ли здесь клопов, как во Франции, и потом в полный голос общался по телефону среди ночи, не давая никому спать, но делал это с такой детской непосредственностью, что противиться подобному ходу событий не представлялось возможным. «Да я не сплю!» – весело кричал он в трубку жене или кому-то там. «Не один ты!» – иронично вторил ему спокойный голос кавказца с верхней полки. В общем, на следующий день я решил далеко от аэропорта Шереметьево не уезжать и оставшуюся часть свободного времени провел в Химках. Это за МКАДом. И там, знаете ли, все немного по-другому, не так, как в Москве. Не то чтобы сильно по-другому, но явно какая-то своя атмосфера. Все проще, привычнее, ближе к реальности, что ли. Порой даже появлялось ощущение, будто попал в мой родной спальный район Риги. Короче, никакой тебе московской магии.
Ну а в завершении хочу сказать, что несмотря на все многообразие впечатлений, которые я получил от пребывания в столице России, Москва в моем сознании отпечаталась парадоксальным образом именно как город красивых женщин. Вопреки мировым потрясениям, магнитным бурям, ретроградному Меркурию и холодным осенним дождям. Вот интересно, а как в Москве летом?